Всем привет! Вы смотрите Мультикплеер, и с вами мама. Как открыть пасхальное существо? Пасха Event 2021 Creation of Sonaria. А прежде чем мы это покажем, подпишитесь на канал. Сегодня я узнала об новом обновлении на Пасху с новым существом в Creation of Sonaria. Это существо называется Фугу. Но прежде чем купить гачу с его шариком, яйцом, так сказать, нужно собрать 4 артефакта. Посмотрите, вот один из артефактов находится здесь в болоте. Вот он тут за деревьями. Нужно просто к нему подлететь. Желательно, конечно, летающим существом отыскать все эти артефакты, так будет намного легче перемещаться. Следующее. На вулкане артефакт. Их легко заметить по вот таким светяшкам в небе. Точно так же, просто мы подлетаем к этому артефакту, и он засчитан. Осталось 2. И следующий артефакт у нас в этих ледяных горах. Нам нужно облететь немножко со стороны. Откуда я знаю, где все эти артефакты? Очень просто. Я их уже искала с телефона, и это было ужасно. Всем рекомендую проходить этот этап именно на компьютере, потому что на телефоне это просто, не знаю, все тормозило. Очень. Особенно во время битвы с боссом, которая, кстати, предстоит нам еще. Вот этот новый артефакт еще один, мы к нему подлетаем. Так вот, битва с боссом. Во время нее я несколько раз с телефона не могла зайти в этот портал, просто элементарно, потому что там очень плохо работают повороты. И я опаздывала на этот, пока телепорт был в зону действий. В общем, все спокойно и хорошо прошлось именно с компьютера. Дальше, следующий артефакт. Он находится в пустыне. Вы его также легко найдете. Посмотрите, это все легко. Почти целый круг нужно описать. Здесь мы взлетаем вот так наверх, и там мы увидим следующий артефакт, самый последний. Когда мы находим последний, 4-й артефакт, но их вы можете находить в любом порядке. Это просто мне так удобнее по кругу совершать было проход, обход, поэтому вы можете в любом совершенно порядке, как вам удобно. Вы получили бадж за это, заметьте, кстати. И направляетесь к порталам на сражение с боссом, на битву с ним. Портал находится здесь, рядом, то есть с другой стороны пустыни, через речку. Как я прочитала в чате, здесь кажется, что зимний ивент был, но я не знаю. Может быть здесь, может и нет. В общем, вот такой портал. Битва начинается каждые 10 минут. То есть, если вы опоздали, там нет еды. То есть, единственное, что можно будет, это поесть тем, которые хищные, мясо после сражения или во время сражений. А травоядным там есть и пить нечего. Поэтому запаситесь едой перед битвой, так сказать. Но будьте аккуратны, не опоздайте на встречу, как это было со мной. Угу. Еще самое важное, что здесь бывает, это торнадо, да. Один раз, когда я хотела пройти эту битву Максалдоном, в общем, вот этим большим динозавром, потому что у него самый большой урон и здоровье, я решила им пройти. Пока я отошла есть ягодки, тут пролетел торнадо и всех снес, которые тут стояли. Вот, собственно, сейчас как раз и приближается торнадо. И пока я ела ягоды, отошла, развернулась, хотела зайти в портал, а он у меня провалился в эту воду и не мог выбраться с телефона. Вот почему я говорю проходить все с компьютера. Но если вы проходите с телефона, я вам желаю удачи. Надеюсь, у вас все выйдет. У меня, кстати, Макс Олдон провалился еще и во время этого состязания. Это было интересно. И битва-то была побеждена, была победа засчитана, хоть он в ней поучаствовал только в самом начале, наверное, он все-таки нанес очень много урона, потому что мне пришлось ждать совсем чуть-чуть там в конце. В общем, он провалился и висел внизу, в небе, никуда не телепортировался. Это было прикольно. Но зато вот у нас 1 секунда осталась до начала события. Этот портал выглядит как яйцо. Это очень знаково. Вот мы перемещаемся на эту территорию. И здесь у нас
Ой, а почему-то босс не исчез. В общем, здесь сначала не было босса, когда я играла. Здесь были такие маленькие эллопи, а вот этот вот большой эллопи босс. И там идет первая волна, вторая волна, потом нужно чуть-чуть отдохнуть, и появится босс. Вот так. В общем, ну, видимо, сейчас можно с ним сражаться. Не знаю, почему нет первой волны эллопи. Будьте внимательны, их очень много. И они отравляют ядом, поэтому нужно быть аккуратным. Вот, кстати, вот с этого обрыва мой Макс Лудон упал, потому что не смог повернуться с этого телефона. И Опи не падает. Босс. Да, вот они эти маленькие. Смотрите, их очень-очень-очень-очень много. Баф и Лопи зовет на помощь этих маленьких. О, волна 2. Битва продолжается. Победите приспешников, чтобы выиграть. Ну, я не знаю, что это за боссом, откуда он взялся. А может быть, он всегда тут был, просто мне с телефона его не показывал. Но у меня с телефона он появился в самый последний момент. Ну ладно, будем атаковать этих, на всякий случай. Ты сделал это, ты помог Спарксу победить. Спаркс — это, кстати, розовый человечек, который стоит рядом с порталом, и он говорит, когда будет следующая битва. Ну, значит, битва закончена, и сейчас нас телепортнет в обычный мир Санарии. Теперь мы можем купить этот, вот она гача, Пхугу, 750 грибов накопленных есть. Автомат разблокировался, потому что мы победили босса. Покупаем Пхугу. Как он там по-английски, не знаю. В общем, тут написано Фугу. ПХ Угу. А там написано Фугу. Почему? Почему пишется по-разному? Это какая-то утка. Это прикольно. Давайте мы посмотрим, как она будет выглядеть. Фугу — полуводное существо. Здорово. Смотрите, здоровье 2500. Ну, почти с половиной. Урон такой себе. Нормальный, в принципе. Ну, не очень, конечно, большой. Меньше 100 это не очень хорошо. Но здоровье-то хорошее. Так, вот так он выглядит. Самец с усами и самка без усов. Пока мы его не будем раскрашивать, для этого мы сделаем отдельное видео, где будем его выращивать. И там раскрасим один набор цветов у него. Вот он такой маленький, утка. Такой у нее голос. Интересно, крылья, но она полуводная, значит, она не может летать. Делаем агро, всякие ковер и все такое. Он как все делает. И что мы еще можем? Сидит так прикольно. Ага. И лежит. Ну, как обычно. Давайте посмотрим информацию, какого размера он вырастет. Угу. Вы помните, да, какой он по сравнению с Джеффом? Давайте посмотрим, как он плавает. Это же полуводное существо. Очень быстро плавает и бегает по земле. На Q у нас включается способность Харден. Это совершенно новая способность. Она есть у Гларакуса. Ой, я забыла, что она делает. По-моему, он скорость повышает. Я субтитрами напишу. Смотрите, как он поплыл-то. Поплыл. Ох, как здорово. В общем, он и травоядный, и хищное существо. Вот так, друзья, мы с вами открыли Фугу. Не знаю, Фугу или Пхугу. Кстати, включайте субтитры на своем языке, чтобы было понятно. Во многих видео они, кстати, есть субтитры на вашем языке. Проверяйте, смотрите и подписывайтесь на канал Мультикплеер, друзья. Сделаем потом еще полный обзор на этого Фугу. И, может быть, еще другие будут животные добавляться в эту гачу. Ну, посмотрим. Он идет по земле под водой. Это прикол. Ну что, друзья, до встречи в новых видео. Пока-пока. Надеюсь, вы подписались на канал.